Урок 1. Изучение уроков йоги. Я поищу занятия йогой неподалеку. Я слышала, что это прекрасный способ вести активный образ жизни и отдыхать. Отличная идея, Джон. Йога имеет множество преимуществ для ума и тела. Расскажите мне, как это происходит. Конечно, Анна. Я рассмотрю доступные варианты и найду занятия, соответствующие моему расписанию. Важно выбрать класс, соответствующий вашему уровню квалификации и предпочтениям. Я обязательно буду искать занятия для новичков, так как я новичок в йоге. Это хорошая отправная точка, Джон. Занятия для начинающих часто направлены на создание прочной основы и знакомство с базовыми позами. Мне не терпится изучить различные позы йоги и практиковать внимательность во время этой практики. Йога определенно может помочь улучшить гибкость, силу и равновесие, а также способствует расслаблению и снижению стресса. Звучит отлично, Анна. Мне не помешало бы снять стресс и улучшить общее самочувствие. Безусловно, Джон. Йога известна своим успокаивающим воздействием на ум и способностью улучшать самосознание. Я слышал, что йога также включает дыхательные упражнения. Это может быть полезно для борьбы со стрессом и беспокойством. Да, техники контролируемого дыхания или пранаяма являются неотъемлемой частью практики йоги. Они помогают успокоить ум и повысить концентрацию внимания. Это потрясающе, Анна. Я с нетерпением жду возможности ощутить физические и умственные преимущества йоги. Как только вы найдете класс, не стесняйтесь задавать преподавателю любые вопросы, которые могут у вас возникнуть. Я так и сделаю, Анна. Важно получить надлежащее руководство и убедиться, что я правильно выполняю позы. Безусловно, Джон. Инструктор может предложить изменения и корректировки, которые помогут вам правильно выровнять тело. Я также обязательно надену удобную одежду и принесу в класс коврик для йоги. Это очень важно, Джон. Удобная одежда позволяет свободно двигаться, а коврик обеспечивает амортизацию и поддержку. Я благодарна за ваше руководство, Анна. Ваши знания и опыт йоги бесценны. Я рада помочь, Джон. Йога уже много лет является частью моей жизни, и я рада поделиться ее преимуществами с вами. Спасибо, Анна. Я буду держать вас в курсе моих успехов и расскажу, как проходит первое занятие. Мне не терпится узнать о твоем опыте, Джон. Не забывайте прислушиваться к своему телу и наслаждаться путешествием. Безусловно, Анна. Я подойду к этому непредвзято и учту положительное влияние йоги на мою жизнь. В этом и заключается дух, Джон. Йога — это не только физическая практика, но и способ развить внутреннюю гармонию и благополучие. Мне не терпится отправиться в это новое приключение, Анна. Давайте откроем для себя чудеса йоги. Ура, Джон! Пусть занятия йогой принесут вам радость, силу и более глубокую связь с самим собой. Ура, Анна! Спасибо за поддержку и поддержку. Я готова использовать преобразующую силу йоги. Урок 2. Изучение занятий фитнесом.
Я слышала, что это сочетание кардиотренировок, силовых тренировок и пилатеса. Похоже, это полноценная тренировка. Это интересно, Джон. Сочетание различных методов упражнений может обеспечить комплексный фитнес-опыт. Мне не терпится попробовать его и испытать себя физически. Кажется, это отличный способ улучшить мою общую физическую форму. Безусловно, Джон. Кардиотренировки помогают повысить выносливость сердечно-сосудистой системы, силовые тренировки наращивают мышечную массу, а пилатес фокусируется на силе и гибкости тела. Удивительно, что этот класс включает в себя различные элементы, ориентированные на различные аспекты фитнеса. Когда дело доходит до фитнеса, разнообразие играет ключевую роль, Джон. Это делает тренировки интересными и предотвращает скуку. Согласна, Анна. Важно найти упражнения, которые нам нравятся и которые соответствуют нашим индивидуальным предпочтениям. Этот класс, включающий кардиотренировки, силовые тренировки и пилатес, предлагает всесторонний подход к фитнесу. Меня особенно интересует пилатес. Я слышала, что он может улучшить осанку и укрепить основные мышцы. Верно, Джон. Пилатес направлен на развитие сильного тела, которое может повысить устойчивость и поддерживать правильное положение тела. Мне определенно было бы полезно улучшить осанку и силу тела. Это то, над чем я работаю. Этот класс даст вам возможность сосредоточиться на этих конкретных областях и увидеть прогресс с течением времени. Это именно то, что я ищу, Анна. Я хочу бросить себе вызов и увидеть улучшение в своей физической форме. Приятно ставить цели и отслеживать свой прогресс, Джон. Это мотивирует вас и помогает вам заниматься фитнесом. Безусловно, Анна. Я готова приложить все усилия и узнать, на что способно мое тело. Просто не забывайте прислушиваться к своему телу и работать в удобном для вас темпе. Важно избегать перенапряжения или травм. Я учту это, Анна. Безопасность и правильная форма всегда являются приоритетом при любых физических нагрузках. Это правильный образ мышления, Джон. Забота о своем теле позволит вам продолжать вести активный образ жизни. Я ценю ваше руководство и поддержку, Анна. Ваши знания в области фитнеса действительно ценны. Я рада, что могу помочь, Джон. Фитнес– моя страсть, и мне нравится делиться информацией и побуждать других вести здоровый образ жизни. Спасибо, Анна. Я расскажу вам, как проходит урок, и поделюсь с вами своим опытом. Мне не терпится об этом услышать, Джон. Наслаждайтесь уроком и примите вызов. Я так и сделаю, Анна. Мы готовы расширить наши возможности и достичь наших целей в области фитнеса. Ура, Джон! Пусть занятия фитнесом принесут вам силу, выносливость и чувство выполненного долга. Ура, Анна! Спасибо за поддержку. Давайте стремиться к величию и вдохновлять друг друга в наших фитнес-путешествиях. Урок 3. Изучение возможностей удаленной работы. Звучит полезно. В последнее время я думаю об этом и, возможно, подумаю об удаленной работе. Отличная идея, Джон. Удаленная работа обеспечивает гибкость и возможность работать из любого места.
Мне нравится идея более гибкого графика и возможность свободно работать, не выходя из дома. Удаленная работа определенно может обеспечить лучший баланс между работой и личной жизнью и исключить ежедневные поездки на работу. Это значительно сэкономит время, Анна. Я могла бы использовать это дополнительное время для личных дел или хобби. Безусловно, Джон. Удаленная работа позволяет вам лучше контролировать свое время и соответствующим образом расставлять приоритеты в задачах. Я слышал, что удаленная работа также повышает производительность, поскольку здесь меньше отвлекающих факторов и перерывов. Это правда, Джон. Работа в спокойной и привычной обстановке поможет вам сосредоточиться и выполнять задачи более эффективно. Я вижу, как это поможет сосредоточиться и выполнить работу. Кроме того, удаленная работа часто способствует здоровому образу жизни. У вас больше возможностей заниматься физическими упражнениями или готовить более здоровую пищу. Отличное замечание, Анна. Важно уделять приоритетное внимание здоровью и благополучию даже во время работы. Удаленная работа также позволяет лучше интегрировать работу и личную жизнь. Вы можете заниматься личными делами, оставаясь при этом готовыми к работе. Это, безусловно, преимущество, Анна. Важно соблюдать этот баланс и не чувствовать себя перегруженными рабочими обязанностями. Удаленная работа также может открыть возможности для сотрудничества с людьми из разных уголков мира. Это потрясающе, Анна. Было бы интересно работать с разнообразной командой и смотреть на вещи с разных точек зрения. Безусловно, Джон. Удаленная работа дает глобальную перспективу и возможность расширить свою профессиональную сеть. Мне нужно будет изучить варианты удаленной работы в своей области и посмотреть, подходит ли мне такой вариант. Изучение различных возможностей удаленной работы и понимание требований помогут вам принять обоснованное решение. Мне также необходимо убедиться, что у меня дома есть подходящее рабочее место и необходимое оборудование для удаленной работы. Создание выделенного рабочего пространства поможет создать продуктивную среду и отделить работу от личной жизни. В этом есть смысл, Анна. Наличие специально отведенного места для работы может способствовать концентрации внимания и производительности. Также важно поддерживать хорошую связь со своей командой и оставаться на связи, несмотря на физическое расстояние. Я постараюсь эффективно использовать коммуникационные инструменты и поддерживать связь с коллегами и руководителями. Это очень важно, Джон. Четкое и своевременное общение– ключ к успешной совместной работе в удаленном режиме. Я ценю ваши идеи и советы, Анна. Ваш опыт удаленной работы очень ценен. Я рада, что смогла помочь, Джон. Удаленная работа стала частью моего профессионального пути, и я рад поделиться своими знаниями. Спасибо, Анна. Я продолжу изучать варианты удаленной работы и посмотрю, соответствует ли это моим карьерным целям. Я очень рада за тебя, Джон. Удаленная работа может открыть новые возможности и изменить способ работы. Придерживайтесь перемен и рассматривайте возможности удаленной работы. Ура, Джон! Пусть использование удаленной работы принесет вам удовлетворение, гибкость и профессиональный рост. Ура, Анна! Спасибо за поддержку и поддержку.
Давайте отправимся в это новое приключение вместе. Урок 4. Прогнозирование роста. Отличная новость. Я слышал, что прогноз нашей компании предполагает стабильный рост. Это просто фантастика, Джон. Всегда приятно слышать о позитивных прогнозах на будущее. Безусловно, Анна. Это вселяет уверенность и мотивирует нас работать над достижением этих целей. Знаете ли вы, что прогнозирует прогноз с точки зрения темпов роста? Я не уверена в точных цифрах, Анна. Но я считаю, что прогноз указывает на последовательную и восходящую траекторию. Это многообещающе, Джон. Это означает стабильность и потенциальные возможности для профессионального развития. Согласна, Анна. Устойчивый рост может привести к новым проектам, повышению ответственности и даже карьерному росту. Для нас важно быть в курсе прогноза и того, как он может повлиять на наши роли в компании. Это правда, Анна. Знание прогноза позволяет нам согласовать наши усилия с целями компании. Это также помогает нам предвидеть изменения и активно адаптироваться к новым обстоятельствам. Мне интересно узнать, какие факторы способствуют прогнозируемому росту. Было бы интересно проанализировать рыночные тенденции. Рыночные тенденции, потребительский спрос и эффективные стратегии– вот некоторые из факторов, которые могут повлиять на рост. Удивительно, как различные элементы объединяются, формируя будущее компании. Безусловно, Джон. Комплексный анализ может дать ценную информацию и направлять процессы принятия решений. Я считаю, что каждому отделу крайне важно внести свой вклад в общий рост компании. Ты прав, Джон. Сотрудничество и синергия между различными командами необходимы для устойчивого роста. Мы все можем внести свой вклад в развитие компании и достижение прогнозируемого роста. В этом и заключается дух, Джон. Вклад каждого человека важен и может оказать значительное влияние. Я очень рад стать частью этого путешествия и внести свой вклад в успех компании. Твой энтузиазм заразителен, Джон. Отрадно видеть вашу преданность делу и позитивный настрой. Спасибо, Анна. Я верю в потенциал нашей компании и возможности, которые открываются в будущем. Учитывая прогнозируемый рост, нам важно сохранять гибкость и адаптироваться к изменениям на рынке. Безусловно, Анна. Нам необходимо внедрять инновации и постоянно искать пути совершенствования и развития. Непрерывное обучение и профессиональное развитие также будут иметь решающее значение в этом процессе роста. Не могу не согласиться, Анна. Мы должны использовать любую возможность для повышения наших навыков и знаний. Таким образом, мы можем способствовать росту компании и нашему личному росту одновременно. От этого выигрывают все, Анна. Мне не терпится увидеть, как наши коллективные усилия повлияют на будущее. Я тоже, Джон. Давайте будем сосредоточены, мотивированы и готовы использовать открывающиеся перед нами возможности. Впереди нас ждет прогнозируемый рост и увлекательное путешествие.
Урок 5. Попробуйте новые привычки. Я понимаю, почему развитие хороших привычек важно для личного роста и успеха. Безусловно, Джон. Привычки формируют наше поведение и оказывают значительное влияние на нашу жизнь. Я читала об успешных людях и привычках, которые они приписывают своим достижениям. Это интересно, Джон. Какие привычки привлекли твое внимание? Мне запомнилась одна привычка — рано вставать и начинать день с умом. Я тоже об этом слышал, Джон. Это позволяет продуктивно и сосредоточенно начать день. Да, это дает возможность заботиться о себе, планировать и ставить цели на день. Я обязательно подумаю попробовать эту привычку сам. Кажется, это отличный способ максимально использовать время. Еще одна привычка, с которой я столкнулась — это ежедневная благодарность. Благодарность очень сильна, Джон. Она помогает нам сосредоточиться на том, что у нас есть, и развивает позитивный настрой. Безусловно, Анна. Выражение благодарности может привнести в нашу жизнь больше радости и удовлетворения. Я также постараюсь включить благодарность в свой распорядок дня. Это простая, но эффективная привычка. Еще одна привычка, которая привлекла мое внимание — регулярное чтение для расширения знаний и новых перспектив. Чтение – прекрасная привычка, Джон. Оно расширяет наш кругозор и стимулирует интеллектуальный рост. Да, это позволяет нам учиться на опыте и мудрости других. Я уже заядлый читатель, но я приложу сознательные усилия, чтобы читать больше разных жанров и тем. Отлично, Анна. Изучение различных предметов поможет вам развить всесторонний взгляд на вещи. Еще одна привычка, которую я собирался попробовать, это практика внимательности и медитации. Внимательность — мощная практика, Анна. Она помогает нам оставаться в тонусе и развивать чувство спокойствия. Понимаю, почему это было бы полезно, Джон. Это может уменьшить стресс и улучшить общее самочувствие. Безусловно, Анна. Стоит попробовать и посмотреть, как это положительно влияет на нашу повседневную жизнь. Я обязательно подумаю о том, чтобы включить внимательность в свой распорядок дня. Похоже, это полезная привычка. Еще одна привычка, о которой часто упоминают успешные люди, заключается в том, чтобы ставить перед собой конкретные цели и работать над их достижением. Постановка целей имеет решающее значение для прогресса и роста, Джон. Это дает нам направление и чувство цели. Да, наличие четких целей помогает нам сохранять концентрацию и мотивацию на протяжении всего пути. Я постараюсь поставить перед собой значимые цели и разбить их на практические шаги. Отлично, Анна. Последовательные действия по достижению наших целей — ключ к их достижению. Согласен, Джон. Важно проявлять инициативу и брать на себя ответственность за свой рост и успех. Использование этих привычек может изменить нашу жизнь к лучшему. Давайте воспользуемся возможностью личного развития. Мне не терпится увидеть, как эти привычки улучшат наше благополучие и помогут нам полностью раскрыть свой потенциал. Безусловно, Анна.
Давайте поддержим друг друга в развитии этих привычек и положительном влиянии на нашу жизнь. Спасибо, что поделились этим мнением, Джон. Давайте вместе отправимся в путь самосовершенствования. Добро пожаловать, Анна. Давайте будем поощрять друг друга и радоваться успехам, достигнутым на этом пути. Урок 6. Обращение за советом. Анна, я хотела спросить у тебя совета. Могу ли я рассчитывать на ваш вклад? Конечно, Джон. Я всегда рада помочь. По какому вопросу вам нужен совет? Я подумываю о смене карьеры и не знаю, что мне делать дальше. Есть предложение? Конечно, Джон. Во-первых, важно оценить свои навыки, интересы и долгосрочные цели. В этом есть смысл, Анна. Я хочу, чтобы моя карьера соответствовала моим увлечениям и стремлениям. Рассмотрите возможность изучения различных отраслей и должностей, которые соответствуют вашим интересам. Это хорошая отправная точка, Анна. Я рассмотрю различные варианты, чтобы лучше понять ситуацию. Нетворкинг также может быть полезен для сбора информации и общения с профессионалами в нужной вам области. Я приложу усилия, чтобы расширить свою профессиональную сеть и обратиться за советом к опытным людям. Кроме того, обновление резюме и его адаптация к конкретной отрасли могут повысить ваши шансы. Я обязательно поработаю над обновлением своего резюме, чтобы подчеркнуть соответствующие навыки и опыт. Не забывайте о возможностях профессионального развития, таких как курсы или сертификаты. Верно, Анна. Непрерывное обучение и повышение квалификации необходимы на современном меняющемся рынке труда. Подумайте о том, чтобы обратиться к консультантам по вопросам карьеры или наставникам, которые могут предоставить рекомендации и поддержку. Отличная идея, Анна. Наличие опытного человека, способного воплощать идеи в жизнь, может оказаться неоценимым. Также важно проявлять терпение и настойчивость на протяжении всего процесса, Джон. Перемены требуют времени. Я учту это, Анна. Очень важно оставаться сосредоточенными и преданными достижению своих целей. Наконец, доверяйте своим инстинктам и принимайте решения, соответствующие вашим ценностям и стремлениям. Спасибо за совет, Анна. Я ценю ваши идеи и рекомендации. Добро пожаловать, Джон. Помните, я здесь для того, чтобы поддержать вас на пути к успешной карьере. Я благодарна за то, что вы стали другом и наставником, Анна. Ваш совет очень много значит для меня. Я рада, что смогла помочь, Джон. Давайте останемся на связи и продолжим поддерживать друг друга. Безусловно, Анна. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности и реализовать свои устремления. Спасибо, что доверили мне свои опасения, Джон. Я верю в твой потенциал и знаю, что ты сделаешь правильный выбор. Твое доверие ко мне обнадеживает, Анна. Я буду держать вас в курсе моих успехов. Урок 7. Получение отзывов. Доброе утро, Анна. У меня есть новости, и я ценю ваши отзывы. Доброе утро, Джон. Рад это слышать.
Я здесь, чтобы предоставить любую необходимую информацию или совет. Недавно я завершил проект на работе и хотел бы узнать ваше мнение по этому поводу. Конечно, Джон. Я буду рад дать вам отзыв. На каких конкретных аспектах вы хотите, чтобы я уделил особое внимание? Мне особенно интересно ваше мнение об общей эффективности и презентации проекта. Судя по тому, что я заметил, Джон, ваш проект был хорошо реализован и принес желаемые результаты. Приятно это слышать, Анна. Я приложила много усилий, поэтому рада, что они окупились. Презентация была ясной, лаконичной и увлекательной, поэтому слушателям было легко ее понять. Я рада, что сообщение было эффективно передано, Анна. Я хотела, чтобы оно было эффективным. Кроме того, включенные вами визуальные эффекты и вспомогательные материалы улучшили общую презентацию. Спасибо, что обратили на это внимание, Анна. Я хотела, чтобы визуальные эффекты дополняли контент. Я высоко оценил то, как вы решали потенциальные проблемы и предлагали решения в своем проекте. Было важно предвидеть и устранять любые препятствия, Анна. Я рада, что вы сочли это ценным. Джон, одной из областей, нуждающихся в улучшении, может стать включение более конкретных данных и показателей. Это верное замечание, Анна. Добавление конкретных данных сделает проект более убедительным. В целом, Джон, ваш проект был хорошо проработан, организован и реализован с уверенностью. Я ценю ваши отзывы, Анна. Это убеждает меня в том, что я на правильном пути. Помните, Джон, обратная связь призвана помочь нам расти и совершенствоваться. Принимайте как положительные, так и конструктивные отзывы. Ты права, Анна. Я учту ваши предложения для будущих проектов. В этом и заключается дух, Джон. Непрерывное совершенствование– ключ к личному и профессиональному развитию. Еще раз спасибо за ценный отзыв, Анна. Для меня это очень много значит. Добро пожаловать, Джон. Я всегда готов поддержать вас и оставить отзыв в любое время. Я благодарна за то, что вы являетесь надежным другом и советником, Анна. Ваши идеи бесценны. Точно так же, Джон. Давайте продолжим учиться и расти вместе в наших индивидуальных путешествиях. Безусловно, Анна. Вместе мы сможем добиться больших успехов и стать еще лучшими версиями самих себя. Урок 8. Компромисс по обязательствам. Анна, я думала о сроках реализации нашего проекта. Как вы думаете, мы могли бы взять на себя более длительные обязательства? Это интересная идея, Джон. Как насчет того, чтобы пойти навстречу, взяв на себя трехлетние обязательства? 3 года звучат разумно. Это позволяет нам достигать поставленных целей, сохраняя при этом определенную гибкость. Безусловно, Джон. 3 года обеспечивают прочную основу для долгосрочного планирования и роста. Это также свидетельствует о нашей преданности и приверженности проекту, что может вызвать доверие заинтересованных сторон. Согласен, Джон. Демонстрация долгосрочных обязательств может укрепить доверие и авторитет.
Однако нам также следует учитывать потенциальные риски и неопределенности, которые могут возникнуть в течение 3 лет. Это верное замечание, Джон. Мы можем снизить эти риски, регулярно пересматривая и адаптируя наши стратегии. Непрерывная оценка и корректировки позволят нам не сбиться с намеченного пути, несмотря на любые непредвиденные трудности. Очень важно поддерживать открытые линии связи и решать любые проблемы быстро и совместно. Согласна, Анна. Регулярные проверки и командные встречи помогут нам оставаться в курсе событий и вместе преодолевать препятствия. Кроме того, нам следует установить контрольные показатели и ключевые показатели эффективности для отслеживания прогресса. Отслеживание основных этапов позволит нам отмечать достижения и выявлять области, нуждающиеся в улучшении. Давайте также рассмотрим возможность расширения наших обязательств на срок более 3 лет, если проект будет успешным. Отличная идея, Анна. Если проект окажется успешным, мы сможем изучить возможности расширения. Однако мы должны сохранять способность адаптироваться и быть готовыми к изменениям в проектном ландшафте и рыночных условиях. Гибкость очень важна, Анна. Мы должны быть гибкими и готовыми к изменениям, если того потребуют обстоятельства. Безусловно, Джон. Способность адаптироваться и принимать изменения будет способствовать нашему долгосрочному успеху. Итак, все решено. Мы пойдем навстречу и возьмем на себя обязательства по реализации проекта в течение 3 лет. Согласен, Джон. Уверен, что это обязательство позволит нам эффективно достичь наших целей. Спасибо, Анна, за обсуждение этого со мной. Ваш вклад и сотрудничество бесценны. Добро пожаловать, Джон. Я ценю твою готовность найти компромисс и работать вместе для достижения успеха. Вместе мы сможем справиться с проблемами и возможностями, которые открываются на нашем пути. Давайте воплотим это в жизнь. Безусловно, Джон. Я очень рад отправиться в это путешествие вместе с вами. Впереди успешное 3-летнее обязательство. Приветствую вас, Анна. Давайте с пользой воспользуемся предстоящим временем и вместе создадим что-то замечательное. Урок 9. Рекомендации по питанию. Анна, я слышала, что в центре города открылся новый итальянский ресторан. Что вы порекомендуете? У них потрясающая паста и пицца. Правда? Обожаю итальянскую кухню. В качестве пасты я настоятельно рекомендую попробовать классические спагетти карбонара. Спагетти карбонара звучит очень вкусно. Как насчет пиццы? Какой особенный вкус мне стоит попробовать? Если вы любите мясо, обязательно попробуйте их пиццу с пепперони. Она очень ароматная и идеально хрустящая. Звучит фантастически. Я не могу устоять перед хорошей пиццей с пепперони. Есть ли другие блюда, которые стоит попробовать? Безусловно, Джон. Их лазанья также великолепна. Она сытная, сырная и обладает аппетитными ароматами. Я проголодался от одной мысли об этом. Есть ли в их меню вегетарианские блюда? Да, у них вкусная пицца, маргарита со свежими помидорами, моцареллой и базиликом. Это фаворит вегетарианцев.
Приятно это знать. Мне нравится есть вегетарианские блюда, когда я обедаю вне дома. В ресторане уютно и гостеприимно. Да, здесь царит теплая и уютная атмосфера, которая идеально подходит для непринужденного ужина или встречи с друзьями. Отлично. Мне нравится ужинать в комфортной атмосфере. Здесь обычно много людей. Должны ли мы забронировать столик? Это популярное место, особенно в часы пик. Чтобы забронировать столик, было бы неплохо забронировать столик. Я обязательно это сделаю. Спасибо за рекомендации, Анна. Я очень рада попробовать это место. Добро пожаловать, Джон. Уверена, вы получите фантастические впечатления от ужина. Приятного вам аппетита! Я так и сделаю, Анна. И если вы когда-нибудь захотите вместе со мной съесть пасту или пиццу, дайте мне знать. Мне бы очень хотелось, Джон. Итальянская еда– это всегда хорошая идея. Скоро мы можем запланировать ужин. Похоже на план. Я свяжусь с вами, когда забронирую номер. С нетерпением жду этого. Отлично. Я отмечу свой календарь. Не могу дождаться, когда смогу побаловать себя аппетитной пастой и пиццей вместе с вами. Это свидание, Анна. А пока давайте продолжим вместе открывать для себя новые кулинарные приключения. Безусловно, Джон. Жизнь слишком коротка, чтобы упустить хорошую еду и хорошую компанию. Впереди еще много кулинарных приключений. Приветствую вас, Анна. Давайте насладимся каждым кусочком и оставим незабываемые воспоминания. Урок 10. Советы по приготовлению. Анна, сегодня вечером я готовлю ужин. Я буду готовить пасту. Понял. Стоит ли мне также начинать варить пасту? Да, пожалуйста. Первый шаг– отваривание пасты. Обязательно доведите большую кастрюлю с водой до кипения. Хорошо, я приготовлю кастрюлю и нагрею воду. Должен ли я добавить что-нибудь в воду? Да, не забудьте добавить соль в кипящую воду. Это помогает приправлять пасту во время приготовления. Спасибо за напоминание. Я добавлю щепотку соли в воду. Как долго мне варить пасту? Рекомендуемое время приготовления ознакомьтесь с инструкциями на упаковке. Обычно оно составляет от 8 до 12 минут. Понял. Я буду следить за временем и проверю пасту на степень готовности. Должна ли она быть аль денте? Да, аль денте– идеальная текстура. Это означает, что паста приготовлена, но она все еще имеет небольшую твердость. Идеальный. Я постараюсь не пережарить его. Как только паста будет готова, что делать дальше? После слива приготовленной пасты вы можете смешать ее с желаемым соусом или ингредиентами. Звучит неплохо. Я приготовлю соус, пока паста готовится. Какие-нибудь рекомендации по простому соусу? Классический томатный соус с чесноком, луком и травами– всегда хороший выбор. Или вы можете попробовать сливочный соус Альфредо. Оба варианта звучат очень вкусно. Сегодня вечером я выпью классический томатный соус. Какие-нибудь конкретные советы по его приготовлению?
Обжарьте чеснок и лук в оливковом масле, пока они не станут ароматными и золотистыми. Затем добавьте измельченные помидоры и тушите на медленном огне, чтобы они приобрели аромат. Отлично. Я последую этим шагам и дам соусу покипеть, пока паста готовится. Стоит ли их смешивать? Да, как только паста и соус будут готовы, слейте воду из пасты и добавьте ее в кастрюлю. Осторожно перемешайте их, чтобы паста равномерно покрылась. Я переложу пасту в кастрюлю и смешаю их. Какие-нибудь последние штрихи или гарниры? Перед подачей можно посыпать сверху тертым сыром пармезан и свежей зеленью, например, базиликом или петрушкой. Замечательно. У меня под рукой есть сыр пармезан и базилик. Я добавлю их в качестве последнего штриха. Спасибо за рекомендации, Анна. Добро пожаловать, Джон. Приготовление пасты – простое, но сытное блюдо. Уверена, получится очень вкусно. Я ценю твое доверие. Я сделаю все, что в моих силах. Мне не терпится насладиться домашним ужином с пастой. Приятного вам кулинарного опыта, Джон. Дайте мне знать, если вам понадобится дополнительная помощь. Приятного аппетита! Спасибо, Анна. Я буду держать вас в курсе событий и обязательно спрошу, есть ли у меня еще вопросы. Желаем удачного вечера с пастой. Урок 11. Как оставаться организованным. Анна, в последнее время я работаю над большим проектом, и многое еще предстоит сделать. Похоже, это большая работа. Как вам удается оставаться организованными? Понимаю, Джон. Организованность – ключ к эффективному управлению задачами. Я полагаюсь на несколько стратегий. Хотите их услышать? Абсолютно. Мне не помешали бы несколько советов. Пожалуйста, поделитесь своими стратегиями по сохранению организованности. Сначала я создаю список дел. Я записываю все задачи, которые мне нужно выполнить, и расставляю приоритеты в зависимости от важности и сроков. Неплохая идея. Наличие списка дел помогает визуализировать рабочую нагрузку. Как эффективно распоряжаться своим временем? Блокировка времени помогает мне управлять своим временем. В течение дня я выделяю определенные промежутки времени для выполнения различных задач или видов работы. Блокировка времени звучит эффективно. Это помогает уделять время каждой задаче. Используете ли вы какие-либо цифровые инструменты для организации? Да, я использую приложения для повышения производительности, такие как Trello или Asana, для создания цифровых досок задач и отслеживания прогресса. Они помогают мне всегда быть в курсе событий. Я слышала об этих приложениях. Мне стоит попробовать их. Есть ли у вас какие-либо советы по отслеживанию важных документов или файлов? Да, я упорядочиваю свои цифровые файлы в папки с четкими надписями и использую облачные хранилища, такие как Google Drive или Dropbox, для удобного доступа. Это умно. Мне часто трудно найти нужные файлы. Использование облачного хранилища и папок упростило бы задачу. Есть ли другие стратегии? Да, я также использую физический планировщик, чтобы записывать важные даты и сроки. Это помогает мне быстро ознакомиться с моим расписанием. Физический планировщик кажется удобным, особенно для краткого ознакомления. Я подумаю о том, чтобы его приобрести. Как вы справляетесь с отвлекающими факторами?
Чтобы не отвлекаться, я отключаю уведомления на телефоне и компьютере во время целенаправленной работы. Это помогает мне сосредоточиться. Это хорошая практика. Уведомления могут сильно отвлекать внимание. Мне следует это реализовать. Как вы справляетесь с неожиданными задачами или изменениями? Гибкость– это ключ к успеху. Я стараюсь выделять в своем расписании некоторое время на непредвиденные задачи или изменения, которые могут возникнуть. Умное мышление. Гибкость позволяет лучше адаптироваться. Я обязательно учту это при планировании. Спасибо, Анна. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, эти стратегии помогут вам оставаться организованными и эффективно управлять рабочей нагрузкой. Уверен, что так и будет. Ваши советы практичны и просты в применении. Мы должны оставаться организованными и продуктивными. Ура, Джон! Желаю вам успеха в вашем проекте и поддержания организованности. Помните, шаг за шагом. Спасибо, Анна. Ваша поддержка и советы очень много значат. Я буду держать вас в курсе моих успехов. Давайте вместе покорим этот проект. Безусловно, Джон. Я здесь, чтобы подбодрить тебя. Удачи, и я с нетерпением жду ваших достижений. Это у вас есть. Спасибо за доверие, Анна. Я сделаю все, что в моих силах. Вместе мы воплотим это в жизнь. Урок 12. Онлайн-безопасность. Анна, я слышала несколько ужасных историй о нарушениях безопасности в интернете. Меня это беспокоит. Я понимаю твое беспокойство, Джон. Важно уделять приоритетное внимание безопасности в интернете. Большинство авторитетных веб-сайтов имеют безопасные Протоколы шифрования существуют, верно. Это то, что я слышал. Но как обеспечить безопасность веб-сайта? Найдите символ замка в адресной строке и убедитесь, что URL-адрес веб-сайта начинается с https, а не с http. Это означает безопасное соединение. Ах, понятно. Итак, HTTPS означает, что соединение зашифровано. Это хороший совет. Есть ли другие признаки безопасного веб-сайта? Да, еще один знак– сертификат безопасности, отображаемый на сайте. Это подтверждает, что веб-сайт проверен и заслуживает доверия. В этом есть смысл. Я буду следить за этими знаками при просмотре страниц. Как насчет создания надежных и безопасных паролей? Очень важно использовать надежные пароли. Избегайте использования общих слов или личной информации. Вместо этого используйте сочетание прописных и строчных букв, цифр и символов. Понял. Теперь я обязательно буду придумывать сложные пароли. Но запомнить их все может быть непросто. Есть предложение. Может помочь использование менеджера паролей. Он надежно хранит ваши пароли и позволяет получить к ним доступ с помощью одного мастер-пароля. Звучит удобно. Я рассмотрю возможность использования менеджера паролей. А как насчет фишинговых писем? Как их идентифицировать? Фишинговые письма часто выглядят законными, но направлены на кражу вашей личной информации.
Будьте осторожны с электронными письмами, в которых запрашиваются конфиденциальные данные или содержатся подозрительные ссылки. Я буду очень осторожен с электронными письмами. В случае сомнений я должен подтвердить личность отправителя, прежде чем делиться какой-либо личной информацией, верно? Безусловно, Джон. Лучше еще раз проверить подлинность отправителя или напрямую связаться с компанией, чтобы подтвердить подлинность письма. Хороший совет. Я буду более бдителен, когда дело дойдет до обмена личной информацией в интернете. Как насчет общественных сетей Wi-Fi? Общественные сети Wi-Fi могут быть опасными. Избегайте доступа к конфиденциальной информации или совершения онлайн-транзакций при подключении к незащищенной сети. Я учту это. Для дополнительной безопасности лучше использовать виртуальную частную сеть VPN при подключении к общедоступному Wi-Fi, верно? Верно, Джон. VPN шифрует ваш интернет-трафик и помогает защитить данные при использовании общественных сетей. Отлично. Я подумаю об использовании VPN для дополнительной безопасности. Спасибо за эти ценные советы, Анна. Теперь я чувствую себя более подготовленной. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Помните, что бдительность и информированность – ключ к обеспечению безопасности в интернете. Безусловно, Анна. Я буду осторожен и буду применять эти советы, чтобы защитить свое присутствие в интернете. Мы сделаем все возможное, чтобы оставаться в безопасности в цифровом мире. Ура, Джон! Оставайтесь в безопасности в интернете. Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задавать их. Знание – сила. Спасибо, Анна. Я ценю твою поддержку. Я свяжусь с вами, если мне понадобятся дополнительные разъяснения. Давайте будем в безопасности вместе. Урок 13. Спонтанный отдых на выходных. Эй, Анна. Я подумывал спланировать спонтанный отпуск на выходных. Есть предложение, куда поехать? Звучит захватывающе, Джон. Как насчет пляжного отдыха? Вы можете отдохнуть у океана и понежиться на солнышке. Отличная идея. Мне бы не помешало провести время на пляже. Вы имеете в виду какие-либо конкретные пляжные направления? Как насчет поездки в Майами, штат Флорида? Он известен своими прекрасными пляжами, оживленной ночной жизнью и вкусной кухней. Майами звучит фантастически. Я слышал много интересного об этом городе. Есть ли другие варианты пляжа, которые мы могли бы рассмотреть? Другой вариант – Сан-Диего, штат Калифорния. Здесь потрясающие пляжи, непринужденная атмосфера и множество развлечений на свежем воздухе. Сан-Диего тоже звучит замечательно. Было бы неплохо исследовать западное побережье. Как насчет отдыха в горах? Какие-нибудь рекомендации? Если вы предпочитаете горы, Эшвилл, штат Северная Каролина, очаровательное место с захватывающими дух видами, пешеходными тропами и уютными домиками. Похоже на спокойный отдых в Эшвилле. Мне нравится идея быть в окружении природы. Есть ли другие горные курорты? Другой вариант – национальный парк Банф в Канаде. Он предлагает потрясающие пейзажи, возможности для пеших прогулок и возможность увидеть дикую природу. Национальный парк Банф звучит невероятно. Я всегда хотела его посетить.
Это было бы незабываемое приключение. А как же отдых в городе? Для городского отдыха Нью-Йорк всегда является отличным выбором. Здесь есть знаковые достопримечательности, музеи мирового уровня и яркая атмосфера. Нью-Йорк в моем списке желаний. Это такой культовый город, где можно заняться бесконечно. Есть ли другие рекомендации по городу? Чикаго – еще один фантастический вариант отдыха в городе. Он предлагает потрясающую архитектуру, разнообразные районы и процветающую гастрономическую сцену. Чикаго выглядит как идеальное сочетание культуры и азарта. Я обязательно подумаю об этом. Спасибо за эти замечательные предложения, Анна. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что вам понравились предложения. Не забудьте проверить ограничения на поездки и забронировать жилье заранее. Безусловно, Анна. Я позабочусь о том, чтобы все спланировать соответствующим образом. Пришло время спонтанного приключения. Давайте воспользуемся нашим отдыхом на выходных по максимуму. Не могу не согласиться, Джон. Прекрасно проведите время и не забудьте расслабиться и насладиться каждым моментом. Безопасных путешествий! Спасибо, Анна. Я приму твой совет близко к сердцу. Я поделюсь всеми интересными подробностями, когда вернусь. Впереди незабываемые выходные. Урок 14. Медицинские тесты. Анна, недавно я сделала несколько тестов, и это меня обнадеживает. Не могли бы вы подробнее рассказать о различных медицинских тестах? Конечно, Джон. Медицинские тесты играют решающую роль в диагностике и мониторинге различных заболеваний. Какие конкретные тесты у вас были? Мне сделали анализ крови, рентген и электрокардиограмму. Давайте начнем с анализа крови. Какую информацию он может предоставить? Анализ крови может предоставить ценную информацию о вашем общем состоянии здоровья. Он может измерять такие показатели, как уровень холестерина, уровень сахара в крови и функцию печени. Это интересно. Я рада, что я это сделала. Как насчет рентгеновского снимка? Как он помогает в диагностике определенных заболеваний? Рентген – это вид визуального исследования, при котором излучение используется для создания изображений внутренней части тела. Он может помочь выявить переломы, инфекции легких и многое другое. Понимаю. Удивительно, как технологии позволяют нам заглядывать внутрь тела. А что включает в себя электрокардиограмма, ЭКГ? Электрокардиограмма измеряет электрическую активность сердца. Она может помочь выявить нарушения сердечного ритма и диагностировать такие состояния, как аритмии. Приятно это знать. Сердце – такой важный орган. Есть ли другие распространенные медицинские тесты, о которых стоит упомянуть? Да, некоторые другие распространенные тесты включают анализ мочи, МРТ и компьютерную томографию. Каждый тест служит определенной цели и предоставляет ценную информацию. Анализ мочи звучит интересно. Что он может рассказать о здоровье человека? Анализ мочи может предоставить информацию о функции почек, инфекциях мочевыводящих путей и присутствии определенных веществ в организме. Это полезно. Я и не подозревал, что моча может дать так много информации. А как насчет МРТ и компьютерной томографии?
Чем они отличаются? МРТ, магнитно-резонансная томография, и КТ, компьютерная томография, позволяют получить подробные изображения тела, но используют разные технологии. Не могли бы вы объяснить разницу между МРТ и КТ более подробно? Конечно, Джон. МРТ использует мощные магниты и радиоволны для создания детальных изображений без использования излучения. С другой стороны, компьютерная томография использует рентгеновские лучи для создания изображений. Теперь я понимаю. Удивительно, как эти тесты могут дать ценную информацию о нашем здоровье. Спасибо за объяснение, Анна. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Медицинские тесты являются важным инструментом для медицинских работников для оценки и мониторинга нашего самочувствия. Безусловно, Анна. Приятно осознавать, что эти тесты могут предоставить ценную информацию. Все дело в поддержании хорошего здоровья и благополучия. Ура, Джон! Забота о нашем здоровье жизненно важна. Если у вас есть еще вопросы о медицинских тестах, не стесняйтесь задавать их. Спасибо, Анна. Я ценю твою поддержку. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобятся дополнительные разъяснения. Давайте будем здоровыми и информированными. Урок 15. Переход на пакет. Анна, у меня скоро особенное событие, и я бы хотела переехать в номер люкс. Что вы думаете по этому поводу? Звучит как прекрасная идея, Джон. Переход на номер люкс может добавить нотку роскоши и сделать ваше особое событие еще более незабываемым. Именно так. Я хочу, чтобы это был действительно особенный опыт. Как я могу перейти на номер в люксе в отеле? Один из способов — напрямую связаться с отелем и узнать о наличии номеров в люксе. Они могут предоставить вам информацию о вариантах и любых дополнительных расходах. В этом есть смысл. Я приеду в отель и посмотрю, что они могут предложить. Есть ли другие способы повысить уровень обслуживания в люксе? Другой вариант — присоединиться к программе лояльности отелей. Иногда участники получают такие привилегии, как бесплатное повышение класса обслуживания в зависимости от их членского статуса. Ах, это интересно. Я проверю, есть ли в отеле программа лояльности, к которой можно присоединиться. Надеюсь, это повысит мои шансы на повышение класса обслуживания. Стоит попробовать, Джон. Программы лояльности часто предоставляют дополнительные преимущества и привилегии во время вашего пребывания. Я обязательно займусь этим. Итак, что я могу ожидать от самого люкса по сравнению с обычным номером? Люкс обычно больше и просторнее обычного номера. Он может включать отдельную гостиную, мини-кухню и улучшенное удобство. Звучит фантастически. Мне бы очень хотелось иметь это дополнительное пространство и комфорт. Это сделало бы событие еще более особенным. Безусловно, Джон. В люксах часто царит более роскошная и комфортная атмосфера, позволяющая расслабиться и в полной мере насладиться временем. Это именно то, к чему я стремлюсь. Я хочу создать незабываемые впечатления по этому особому случаю. Спасибо за совет, Анна. Добро пожаловать,
Джон. Я рада, что смогла помочь. Надеюсь, вы сможете забронировать номер и прекрасно провести время, празднуя свое особое событие. Я ценю твою поддержку, Анна. Обязательно поделюсь всеми подробностями и расскажу, как все получилось. Желаем вам незабываемых и роскошных впечатлений. Ура, Джон! Не могу дождаться, когда услышу об этом. Наслаждайтесь своим особым событием и прекрасно проведите время в улучшенном люксе. Спасибо, Анна. Я обязательно воспользуюсь этим по максимуму. Ваши добрые пожелания очень много значат. Пусть праздник начнется.